Всем привет! Сейчас проведем полный обзор города Кемер, район Анталии, Турция. Вот так вот городишко выглядит с небольшого подъема на гору Чалыш. Название город получил Кемер только в 1910 году. До этого была деревушка без транспортной развязки, добраться на него можно было только водным путем. В конце 60-х годов 1960 года была построена отличная магистраль. Это уже дорога обозначается на картах как Д-400. Ну и, в общем-то, этот город начал получать популярность как город-курорт. Ну вот. После того, как в этот город со стороны Анталии сделали еще проезды по 3 туннелям, по-моему, с 2010 года, то транспортная развязка вообще улучшилась, логистика стала на высоте. И, в общем-то, туристическая популярность этих районов, как Кемер, Гуйнюк, там, Чамьево, Текирова, возросла в разы. Выросли количество отелей. Ну и здесь многим нравится, потому что очень спокойный район, отличное море и, самое главное, субтропический климат. Очень красиво. Вон вдали, видите, мечеть. Ну и, конечно же, горы. Центральной улицей Кемера является проспект или бульвар Ататюрка. А здесь мы находимся на перекрестке. Вот как раз есть постамент с Ататюрком на коне. И эта улица пересекается, или бульвар пересекается с улицей Dirt Oil. Рядом же с перекрестком находится Кемер парк Ататюрка. Здесь же располагается всем известная часовая башня с обзорными площадками. Вдали видно самая большая мечеть Кемер, Хузур. Находимся вот сейчас вот на площади. Площадь Ататюрк. Достопримечательность города — часовая башня. Многие приходят сюда пофотографироваться. Здесь же, на этой площади, проводят всевозможные мероприятия, связанные с жизнью города. Сейчас пройдем по проспекту Ататюрка до пешеходной улицы Лиман. Ну вот практически мы уже добрались до улицы Лиман, пешеходной улицы Лиман. Ну, чем она примечательна? Ну, во-первых, потому что она действительно только пешеходная. Да, тут на мопедах кто-то проскакивает, но я думаю, это не очень важно. На этой улице, на улице Лиман, располагаются, как правило, ну, только что магазины, кафе. Здесь гуляют по улице отдыхающие или гости, там кто приехал в город так. На всю длину этой улицы имеется фонтан. Фонтан наполнен чистой водой. Но, я так понимаю, должны еще работать какие-то небольшие фонтанчики где-то. Но пока просто этот фонтан работает как горная речка. Здесь же отделение полиции. Улица зеленая, высажены цветочки, растут пальмочки. Выходим с улицы Лиман и прямо попадаем в парк Ольвия. Здесь же, если прямо пройти, это проход к порту Кемер. Ну, заглянем в парк и пробежимся в порт. В парке имеется фонтанчик с дельфинчиками, которых поливают водой. Рядышком банкоматы. Это 2 банка. Бургер Кинг. Ну, вдали море.
2010 года. Кемер курорт — это процветающий курорт. Здесь посещают миллионы отдыхающих этот город. И он один из самых, как бы считается, больших районных центров. Как бы подпорядковано Кемеру, начиная от Анталии, это Бельдиби, сам же Кемер, Гюйнюк, Чамьево, Кириш и Текирова. Вот в этом регионе проживает около 20 тысяч человек. Но когда приезжают туристы в сезон, вот, население увеличится в несколько раз. Вот мы выходим, детская площадка. Чем хорош Кемер. Здесь на все возраста есть чем заняться. Начиная от всевозможных детских площадок, развлечений. А также отели настроены на то, что есть в каждом отеле 5-звездочном развлечения для детей. Но также для взрослых. Кафе, рестораны, ночные клубы. В общем, есть чем себя занять. До 1910 года город Кемер был небольшим рыбацким поселком. И чем-то таким выдающимся он не выделялся. Здесь только были ликийские тропы, и к этому поселку можно было добраться морем. Вот. И вот только после 1910 года, когда сделали укрепление этого города, вернее этого поселка со стороны гор, потому что ему досаждали селевые потоки, и этот поселок вечно страдал то наводнение, то оползни. И после того, как его укрепили с 1910 года, этот поселок назвали Кемером. Но так как история этого города не очень большая, то существует вот легенда, что родиной Кемера, этого района, являлась Химера. И вот античный герой убивает эту Химеру. Ну, хотя в летописи указывается, что он сразил ее из лука, здесь, видите, он как бы копьем на нее охотится и ее убивает копьем. По легенде, когда убивают Химеру, конь ее затоптал прямо в землю, но на последнем издыхании она извергает огнем. И недалеко от Кемера, в районе Текирова, есть гора Янарташ. Туда возят туристов. Там постоянно горит огонь из-под земли. Так что огонь от Химеры до сих пор горит на этой горе. Интересная легенда. Одна из достопримечательностей Кемера — это порт Марина. Ну и визитная карточка, конечно, наверное, старый якорь. Ну, сейчас пробежимся немножко, посмотрим порт. Если можно считать достопримечательностью города порт, то порт занимает довольно весомое место в инфраструктуре города. И порт вмещает порядка 300 яхт разного класса, ну и, понятно, ценовой категории. Вот вы сейчас это можете наблюдать. Кстати, по левую сторону Макдональдс. Вот порт. Ну и вдали маяк. Просто зайти в порт не представляется возможностью, но единственное, если вы, может, купили билеты на прогулочные катера, да, тогда вас сюда пускают, рассказывают, куда пройти. Вот такая история. Рядом с портом располагаются кафе. Одно из них — это Hello. Можно прийти, попробовать блюда средиземноморской кухни. Достопримечательностью Кемера является парк Moonlight. Здесь же есть одноименный пляж Moonlight. Также имеется дельфинарий, мини-гольф, детские игровые площадки, теннисный корт, бары, рестораны, караоке, кафе,
Тенистые площадки для отдыха. Вот, с левой стороны море, пляж. В парке имеется аквапарк. Вот прямо вдали это дельфинарий. Пляж Moonlight. Единственный песчаный пляж в Кемере. Здесь организованы водные аттракционы. Вот такой красивый вид со стороны пляжа. Вид на море. Гора Чалыш, гавань. Зашли лодочки. Здесь на полуострове ловят рыбу. И еще одна достопримечательность этого полуострова. Наверху есть так называемый парк Юрюк. В парке Юрюк показаны, в общем-то, элементы быта кочевников. Вот примерно так оно выглядит в миниатюре. Вот так вот с музыкой устраивают прогулки на катерах отдыхающим Кемера. Одной из достопримечательностей города Кемер считаю пешеходная дорожка, которая расположена, начиная от отеля Ланкора и проходит между отелями первой линии и пляжами, морем. По ней могут туристы прогуляться вплоть до парка, до Лебединого парка. Там же находится фонтан «Дождь любви». Сейчас пройдемся и покажем. Ланкора. Ну и, конечно, достопримечательностью Кемера являются отели. Все красиво, цветочки убрано. Отели на любой вкус и любой кошелек. В некоторых местах дорожка выкрашена в красивый красный цвет. Также можно ходить по пешеходным таким мостикам небольшим. Вот смотрите, как все выглядит здорово. Постоянно поливают травку. Чувствуется прохлада и влага. Ну и, конечно же, красивейшее море. Отель Fame Residence. Работает полив и очень красивые цветочки. Отель Golden Lotus. Тоже все очень-очень красиво выглядит. Вот проход на муниципальный пляж. Мы же переходим речку. Как обычно, почему-то пересохшую. И попадаем в парк. Лебединый парк. Пробежимся, посмотрим по парку. В парке имеется фонтан любви. Дальше мини-зоопарк. И присутствует такой вот пруд. В пруду водятся карпики. У входа в парк, напротив парка, имеется такая достопримечательность, как вилла Кемер. Перевернутый домик. Здесь же можно зайти, посмотреть убранство внутри. Главная мечеть города Кемер. Мечеть Хузур.
улица Средиземноморская, красивейший вид на гору и цветут магнолии. Но также достопримечательностью города Кемер являются турецкие бани. Это самый большой хамам. Расположен он в Кемере. Сюда же приезжают туристы с многих прилегающих городов, ближайших городов. Ну а главная же достопримечательность Кемера, ну это, конечно, море. Оно всегда радует, завораживает. Ну давайте подойдем к нему. Ребята, на этом будем наш обзор заканчивать. Всем мира, добра. Оставайтесь на канале Эдвард Кот. Ставим лайки, пишем отзывы. Ну и подписываемся. Всем пока.